Ярко-зеленый киви на фоне нежно-розового творожного мусса. И все это в объятиях тончайшего блинчика. Если вы искали тот самый идеальный рецепт блинов, проверенный, который превратит обычный завтрак в нарядный праздничный десерт, то вы попали по адресу. Список продуктов подготовила для вас в описании под видео, так что обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять. Начнем с основы нашего декора вишневого желе. Берем стандартную пачку, рассчитанную на 4 порции, и высыпаем содержимое в миску. Заливаем половиной стакана горячей воды. Тщательно перемешиваем и оставляем остывать. Пока желе доходит до нужной консистенции, займемся начинкой далее. Беру творог 9% жирности. Добавляем к нему сметану, у меня 20% жирности. Теперь берем и перебиваем творог со сметаной. Наше вишневое желе уже немного остыло, пора объединять. Выливаем жидкость в творог. Масса окрашивается в красивый оттенок. Перемешиваю вначале лопаткой, а потом венчиком, чтобы комочки окончательно разошлись. Отправляем эту красоту в холодильник, ей нужно время, чтобы схватиться. Попробовала массу и поняла, что в этот раз творог попался с кислинкой. Поэтому досыплю немного сахарной пудры. 1 столовой ложки с горкой будет достаточно. Вы тоже обязательно попробуйте на этом этапе и регулируйте сладость на свой вкус. Пока начинка отдыхает в холодильнике, делаем блины. Разбиваем в миску 2 яйца, добавляем щепотку соли и начинаем перемешивать. Дальше постепенно добавляю теплую воду, сгущенное молоко. Постепенно высыпаю просеянную муку и разрыхлитель. Важный нюанс. Мука каждый раз ведет себя по-разному, в зависимости от влажности, поэтому следите за консистенцией. В самом финале выливаю немного растительного масла. Если чувствуете, что масса густовата, не бойтесь добавлять еще немного теплой воды. Тут тесто получается просто великолепное. Обычно я даю блинной массе постоять минут 10. Кстати, у меня есть специальная сковородка для блинов. А у вас есть такая любимая сковородка на кухне? Если нужно для первого блина, добавляйте немного растительного масла на сковородку. Обжариваю блинчики до золотистости с 2 сторон на среднем огне. Пока блинчики остывают, подготовим фруктовую составляющую. Берем спелый киви и нарезаем его крупным кубиком. Вы наверняка уже догадались, почему я выбрала именно этот фрукт. Во-первых, его цвет хорошо контрастирует с розовым кремом. Во-вторых, киви мягкий и не будет тянуться за ножом, что удобно для среза. А какие фрукты вы сюда положили? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Если вам нравятся такие подробные разборы, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. В описании в конечных заставках я оставила для вас другие интересные подборки. Приступаем к сборке. Достаем нашу творожную начинку из холодильника. Она уже заметно подстыла. Если нужно, перемешайте ее венчиком, чтобы разровнять застывший слой. Раскладываем блинчики на рабочей поверхности немного внахлёст. Намазываем творожный мусс прямоугольником, оставляя бортики свободными. Сверху равномерно рассыпаю кубики киви. Теперь аккуратно сворачиваю наш большой блин в плотный рулетик, подгибая края внутрь. Из этого количества теста у меня вышло 8 блинов.
Парочку оставила на пробу, а из остальных получается 3 рулета. Наши заготовки отправляю в холодильник минимум на 2, а лучше на 3 часа. Это время необходимо, чтобы желе окончательно сбалансировало творог. Проверяю готовность простым способом. Слегка придавливаю рулет пальцем сверху. Если он пружинит, значит все застыло идеально. Достаем наши рулеты и начинаем нарезать их на порционные кусочки. Легко идут за ножом. Срез получается просто шикарный. Такие блинчики на воде с яйцами и такой необычной начинкой – это вкусный рецепт блинов для тех, кто хочет удивить гостей на праздник или просто порадовать близких в воскресный вечер. Это вкусно и просто, а главное из самых доступных продуктов. Выкладываю кусочки на тарелку, украшаю свежим киви и зернами граната, а сверху поливаю ярким ягодным соусом. Получается невероятно нарядно и аппетитно. Детям должно понравиться. От такого десерта и взрослые не останутся равнодушными. Мне очень приятно читать ваши теплые слова в комментариях. Это очень вдохновляет на новые рецепты. Если вам понравилась эта идея, поставьте лайк. Это поможет найти блинчики тем, кто как раз ищет этот рецепт. И заглядывайте на канал почаще. Впереди еще много интересного. Приятного аппетита!